Пожилую женщину, которая с нетерпением ждала своего столетия, жестоко лишили жизни в результате преступления, которое потрясло Уотсворт, штат Огайо, весной 2018 года. Рано утром 9 апреля дежурному на посту полицейского управления Уотсворта позвонил племянник 98-летней женщины Маргарет Дуглас, которая проживала одна, и новостей от нее не было слышно уже пару дней. Yes, this is Howard Leisure. My aunt lives on Portage Street, and a friend of ours stopped over there yesterday to check on her, and she was nowhere to be seen. Полицейские, прибывшие на вызов домой к бабушке Маргарет, чтобы проверить ее здоровье, не застали ее дома. Оперативники начали предварительный поиск, а вскоре к ним присоединился сообщивший об исчезновении племянник Маргарет Говард и его жена Синди. Обыскивая дом своей тети, Говард уверенно обследовал каждый уголок, в надежде найти причину исчезновения Маргарет, ведь она не могла пропасть бесследно. Осмотрев 4 комнаты, Говард добрался до гардеробной тети, где и совершил ужасное открытие. Его внимание привлекла куча сброшенной одежды на пол, прямо посреди гардеробной. Он никогда не видел такого бардака в этом доме. Всматриваясь в кучу, Говард увидел туфли тети, странным образом лежащие в самом низу. Разбрасывая вещи в сторону, племянник обнаружил мертвое тело Маргарет Дуглас. То, в каком состоянии была найдена Маргарет, позволило сотрудникам полиции предположить, что она подвергалась насилию. Ее одежда была порвана, а травма на шее свидетельствовала о том, что ее задушили. На ее голове и лице были ушибы и ссадины, а также было понятно, что она была мертва уже несколько дней. Маргарет Дуглас, похоронившая мужа несколько лет назад, проживала одна. При этом 98-летняя старушка всегда была известна своей независимостью. Маргарет гордилась тем, что ей уже 98 и мечтала дожить до 100. Все жители района восхищались Маргарет и в то же время присматривали за ней. Поэтому на вопрос, какой мотив преследовал убийца и кто этот душегуб, напавший на милую старушку, причем таким отвратным способом, ответа не было. Проводя обыск, следователи предположили, что убийство Маргарет Дуглас было совершено с целью завладеть имуществом, ведь ее кошелек пропал, но при этом остальные ценные вещи в виде украшений лежали на своих местах. Загадочной уликой стала полиэтиленовая перчатка с неизвестным ДНК, найденная в дальней части двора Маргарет в цветочной клумбе. Во время обыска дома полиция опрашивала близких и родственников. Из полученной информации стало известно о человеке по имени Дэвид, который присматривал за Маргарет и регулярно приходил к ней домой, чтобы помогать по хозяйству. Разыскивая Дэвида, члены семьи Маргарет не смогли с ним связаться, но вскоре обнаружили Дэвида, смотрящего на обыск в доме Маргарет. Во время опроса Дэвид говорил, что беспокоится за Маргарет, потому что раньше он был ее соседом и хотел бы знать, что происходит. Дэвид вызывал подозрения у следователей знанием конкретных деталей убийства. Он сильно нервничал по поводу того, что его отпечатки пальцев, скорее всего, найдут в доме у Маргарет. Оказавшись в камере для допроса, он рассказал, что приходил в дом Маргарет за несколько дней до того, как ее обнаружили мертвой, но не смог ее найти, что сильно заинтересовало следователей. Всем казалось, что Дэвид что-то скрывает, но на удивление он сразу согласился пройти тест ДНК, чтобы проверить, совпадает ли она с найденной на перчатке в саду дома Дуглас, но в итоге тестирование привело к отрицательному результату. Также Дэвид смог объяснить свое местонахождение и ответить на все вопросы следователей, доказав, что все их первоначальные подозрения были всего лишь недоразумением. Он просто заботился о Маргарет и действительно переживал о том, будет ли у него ответ на вопрос, что же все-таки случилось. Пока расследование продолжалось, пришел отчет некропсии, в котором не значилось каких-либо признаков сексуального насилия над Маргарет. И таким образом сузить круг подозреваемых убийц не удалось. Расследуя более мелкие преступления в Уотсворте, полицейские взялись за дело о проникновении на строительную площадку
и взломе трейлера. Удивительно, но тот, кто это сделал, потерял на месте преступления свой телефон. Полиции удалось его отследить и установить личность человека по имени Закари. В тот же день причастный ко взлому трейлера 18-летний Закари был доставлен на допрос в полицейский участок. Он быстро признался, что это он с другом обокрали трейлер и совершили еще несколько мелких преступлений. Закари настаивал на том, что совершенные преступления были затеей Рамси, и валил всю вину на него. Геван Рамси был доставлен на допрос в сопровождении матери, так как на момент его задержания он был 17-летним подростком. Тебе 17, да? Да. Мы пробрались, но я пробрался. Ему 18. И мы просто ходили там. Он даже машину не водит. Мы просто ходили. Он пришел аж из дома пешком? Угу. О боже. И затем мы встретились и просто шатались. Мы пошли к церкви и забрались на самый верх. После этого мы пошли во внутренний дворик, и все. Нет, было еще что-то. К сожалению, мы знаем. Вы оставили там кое-какую вещицу. Окей? Находясь в комнате для допросов, Рамси начал признавать вину во многих мелких преступлениях, во взломе машин и краже мелких вещей. Ты ребенок, поэтому тебе кажется, что это не создаст тебе неприятностей. Ну и что? Как только мне стукнет 18, я перестану этим заниматься. Геван, в твоей местности произошло кое-что очень серьезное. Окей? Угон автомобиля. О боже. И подозреваемый — это белый юноша с хорошей комплекцией и голубыми глазами. Самым серьезным преступлением из признания Гевана Рамси оказался угон автомобиля у 40-летнего Пола, мужчины с сайта знакомств, который пытался его совратить. Они встретились с его автомобиля, чтобы познакомиться ближе, но Рамси было нужно кое-что другое. Он уже неоднократно проворачивал дела таким способом и крал ценные вещи. Внезапно придя в ярость, Рамси вытолкнул Пола из его автомобиля и заблокировал двери. Не думаю, что вы двое попадете за решетку. Что ты говоришь? Вам двоим нужно выйти. Я хочу поговорить с ней. Хорошо. Могу я забрать сумку? Конечно. Угон машины? Хорошо, это был я. Я буду честен, но то, как все описал тот мужик, это неправда. Пол пытался открыть свое авто и даже разбил пассажирское стекло, но Рамси скрылся с места преступления вместе с его вещами. Геван считал, что украв бумажник или кредитную карту, он накажет мужчин, которые совращают детей, находя их в приложении для знакомств. Тот мужик был заинтересован во мне. Я сказал, что мне 17. Я ничего с ним не планировал. Такое не в моем стиле. Он 40-летний мужик, пытающийся подцепить подростка. Я собирался ограбить его. Это все еще плохо, но относительно его действий, вся эта история с угоном, Зачем ты пользовался этим приложением? именно по этой причине, чтобы найти парней, которые, не очень хорошие люди, я думаю. Которые клеятся к детям? Угу. Словно я их карма. Раз уж ты таким занимаешься, то я тебя ограблю. А ты ему назвал возраст? Я сказал, что мне 17. Ты сказал ему, что тебе 17? Да. И что он ответил тебе на это? Он сказал хорошо. Он все еще хотел встретиться, ну а я решил, что заберу его деньги и уеду. Когда специалист спросил о Рамси, не причинял ли он вреда пожилой Маргарет Дуглас, он с уверенностью ответил, что таким не занимается.
при этом начав оправдываться, что он хороший человек. Хоть он и является темной личностью и много чего совершил, но убивать никогда бы не стал. Он рассказал, что когда-то помогал пожилой Маргарет навести порядок во дворе, и на этом все. Но у полицейских было предчувствие, что Гэвин Рамси что-то не договаривает. Ты не причинял вред старушке, так ведь? Нет, я таким не занимаюсь. А чем ты занимаешься? Потому что из-за моих поступков люди думают, что я плохой. Но, как я и говорил, это мрачные вещи. И люди думают, что я темная личность. Но я бы не стал никого убивать. Ты знал ее? Нет, я ее сосед. Она пожилая леди, и я выполнял работы у нее на заднем дворе. Помню, я однажды позвонил ей, но она сказала, что ее внук сделает все сам. Ты был в ее доме? Нет, я не заходил дальше ее крыльца, и то, когда стучал в двери. Как давно это было? Когда мне было лет 14. Ясно. Как думаешь, чего заслуживает человек, сотворивший подобное? За убийство человека? Старушке 98 лет, да. Не знаю, думаю, глаз за глаз – это лучшее решение. Таковы мои взгляды, глаз за глаз. Твоя ДНК уже в архиве. Если тебе станет легче, я назову им твое имя и скажу, что ДНК уже в архиве. Они проверят и смогут исключить тебя, как только мы получим ДНК-профиль. Тебе это поможет? Ну, типа с чем? Со старушкой? Меня это не волнует. В это время полицейские уже проверяли телефон Рамси с разрешения матери, которая даже не догадывалась, что ее сын убийца. Найденные файлы в скрытой папке во время проверки телефона Гэвина повергли в шоковое состояние даже опытных оперативников. Рамси, который фантазировал насчет убийств и изнасилований своих знакомых на протяжении нескольких месяцев, задушил Маргарет до смерти. Он хотел убить, чтобы узнать, каково это. Гэвин Рамси вломился в дом к Маргарет поздней ночью, чтобы почувствовать прилив адреналина. Он начал снимать происходящее на видео. В центре внимания была спящая Маргарет, которая внезапно проснулась и попробовала противостоять злоумышленнику, но ее сил оказалось слишком мало. Молодой и сильный Рамси повалил ее на пол и задушил. Рамси, у которого психиатры позже диагностировали садистское расстройство, разделся и издевался над мертвым телом Маргарет в течение нескольких часов, попутно ведя видеозапись. Я заглянул в окно, и мне захотелось войти внутрь. Это самый большой поток адреналина, который я испытывал. Я попытался открыть двери, и оказалось, что там не заперто. Передняя или задняя дверь? Задняя. Она в это время спала. Я ее увидел, когда завернул за угол. Я испугался. Я не ожидал кого-то встретить. В доме было тихо. Я открыл дверь, вошел и прислушался. Ничего не услышав, я подумал, что никого нет. Затем я прошел за угол. Я двигался медленно. И тут я вижу ее, а она, не знаю, спала или что-то вроде того. Я прошел дальше и задел стул. И ее разбудил этот шум. В этот момент она начала кричать? Да. Когда я задел стул, я обернулся. Взглянул на нее, а она смотрела на меня и начала кричать. И пошла к телефону. Вот так все и было. И когда она подошла к телефону, ты пытался его отобрать, чтобы она не могла позвонить. Ты выбил его из рук или вы дрались за него? Ну, немного подрались, я бы сказал. Думаю, я бросил его под диван. Я не уверен. И таким образом вы оказались на полу? Да. Я даже не знаю, где был телефон. Там было несколько видео, где ты как бы записываешь ее из-за края дивана.
Когда они были сняты? Уже ночь. Блин, почему я наврал насчет всего этого? Это же глупо. Все окей. Ты уже бывал у нее дома? Нет, я никогда не был там до этого. Я вошел, но я вел себя тихо. Я не врал о том, как все происходило. Но я не знал. Я повернул за угол и увидел ее. И ты спрятался? Да, я спрятался. И достал телефон, чтобы сделать фото. Чтобы проверить, спит ли она. Понял. И потом она увидела тебя. Она встала и увидела меня. У тебя на телефоне сработала вспышка? Я так не думаю. Ты сказал правду насчет всего остального? Как думаешь, сколько ты пробыл в доме, пока не разбудил ее? Не знаю, минут 10-15. Как думаешь, сколько прошло времени с момента ее пробуждения до момента, когда ты душил ее? Ну, примерно. Примерно минут 5. Затем Рамси переместил Маргарет Дуглас в гардероб, где сбросил всю одежду с полок на ее труп и скрылся с места преступления. Что ты сделал с перчатками, когда уходил? Я их выбросил. Где? Дома в мусорное ведро. У нее дома? Там была перчатка. Ты уронил ее? Там осталась перчатка. Скорее всего, я ее выронил. Когда полицейские проводили обыск в доме Гевана, они нашли все необходимые улики. Перчатку, совпадающую с найденной на участке, и пропавший бумажник Маргарет, который Рамси взял в качестве трофея. Также нашли дневник, в котором он описывал свои восхищения серийными убийцами и собственные фантазии по поводу убийств, которые он воплотил в ту роковую апрельскую ночь, убивая Маргарет Дуглас. Когда я трезвый, у меня мрачные мысли. А когда я под чем-то, мои мысли хорошие. Как думаете, что теперь со мной будет? Думаю, ты отправишься в тюрьму для несовершеннолетних и проведешь в заключении какое-то время. Думаете, это надолго? Не знаю. Без понятия, Геван. Геван Рамси был обвинен в убийстве Маргарет Дуглас вместе с другими менее тяжкими преступлениями и предстал перед судом как совершеннолетний. Важной уликой в этом деле стал телефон Гевана, который с разрешения его матери проверили во время допроса. Узнав о том, что Гевана подозревают в угоне автомобиля 40-летнего мужчины, который мог домогаться до ее сына и возможно причинить ему вред, Кристиан попросила полицейских провести расследование на предмет сексуального насилия по отношению к своему сыну и согласилась передать полиции мобильный телефон. Адвокат настаивал на том, что Геван Рамси не записывал, как он на самом деле душил 98-летнюю женщину. В доме Рамси носил перчатки общепита, простые полиэтиленовые перчатки, которые появлялись в некоторых отрывках видео, которые он снимал. Именно такую перчатку нашли криминалисты на заднем дворе дома Маргарет. И конечно же, ДНК Гевана совпала с тем, что было найдено ранее. На самом деле не было ощущения, что что-то произошло. Я действительно ничего не чувствовал. Я просто продолжал вскрывать машины. Вот что отвечал Геван. Геван Рамси был признан виновным по всем пунктам обвинения и получил самое суровое наказание – пожизненное заключение без права досрочного освобождения.